Около 65 миллионов лет назад произошло одно из самых значимых и катастрофических событий в истории Земли – столкновение с астероидом, размер которого сравним с горой. Этот космический объект, движущийся со скоростью более 60 тысяч километров в час, врезался в воды Мексиканского залива, вызвав взрыв с силой, превосходящей 100 триллионов тонн тротила, ТНТ. В результате удара на планете образовался гигантский кратер диаметром примерно 200 километров. Это столкновение мгновенно изменило климатические и экологические условия на Земле, спровоцировав глобальную катастрофу невиданного масштаба. В течение короткого времени после удара исчезло примерно 80% всех видов живых существ на планете, включая динозавров, доминирующую группу животных на суше в то время. Это событие считается одним из главных факторов, определивших эволюцию жизни на Земле и давших начало эре млекопитающих. Хотя подобные удары случаются крайне редко, история планеты свидетельствует о том, что форма жизни неоднократно сталкивалась с угрозой от космических тел. В прошлом были зарегистрированы удары даже более крупных астероидов, но тем не менее, никто не может гарантировать, что будущее пройдет без подобных замечательных катаклизмов. В своей последней книге знаменитый физик Стивен Хокинг высказывал тревогу по поводу возможного столкновения с астероидом, подчеркнув, что человечество до сих пор не разработало эффективной защиты от такого удара. Он утверждал, что столкновение с астероидом – это угроза, против которой у нас нет надежной защиты. Последний крупный удар произошел около 65 миллионов лет назад, и согласно законам физики и вероятности, подобное событие повторится – это только вопрос времени. Это не сюжет научно-фантастического фильма, а реальное физическое явление. В 2012 году астрономы обнаружили астероид, получивший название Дуэнде, у которого была вероятность удара по Земле примерно 1 к 3000 в течение ближайших 40 лет. Этот астероид должен был достаточно близко пролететь мимо Земли в начале 2013 года. Фактически 15 февраля 2013 года Дуэнде пролетел на расстоянии всего около 28 тысяч километров от поверхности нашей планеты. Крайне близко по космическим меркам. Для сравнения, геостационарные спутники находятся примерно на высоте 36 тысяч километров над Землей. Таким образом, Дуэнде оказался вовсе недалеко от наших спутников. Однако в этот же день, чуть меньше чем за сутки до пролета Дуэнде, произошло другое неожиданное событие. Над Челябинском, городом на Урале в России, внезапно взорвался астероид диаметром около 20 метров. Этот объект вошел в атмосферу и взорвался на высоте приблизительно 20 километров, создавая мощный взрыв и ударную волну, которая повреждала здания и была слышна на десятки километров вокруг. Если бы кто-то наблюдал этот астероид незадолго до его взрыва с Земли, объект казался бы ярче и больше Солнца на небе. Мощность взрыва была примерно в 30 раз больше, чем у ядерной бомбы в Хиросиме, но все произошло совершенно внезапно, без предварительного предупреждения. Никто из людей не был готов к этому удару. Астероид не был замечен заблаговременно, что продемонстрировало наши ограничения в наблюдении за небесными телами. Таким образом, несмотря на то, что астрономы успешно прогнозировали пролет астероида Дуэнде в 2013 году, они не смогли обнаружить настоящий объект, который упал над Челябинском. Это наглядный пример того, что малые, но опасные объекты иногда остаются незамеченными вплоть до их приближения к Земле. Как уже упоминалось, астероиды разных размеров сталкиваются с Землей с разной частотой и разной разрушительной силой. Маленькие объекты размером приблизительно с автомобиль, порядка нескольких метров, падают на нашу планету примерно 1 раз в год. Когда такой астероид входит в атмосферу,
Он быстро сгорает в воздухе, создавая яркую вспышку или метеор, болид. Обычно подобные обломки не достигают поверхности и не наносят никакого ущерба. Если такой астероид упадет в данный момент, жители планеты могут наблюдать яркую вспышку в небе, но ничего серьезного не произойдет. Атмосфера Земли выступает в роли естественного щита, сжигая большинство мелких космических обломков и предотвращая их падение на Землю в опасном виде. Астероиды размером около десятков метров входят в атмосферу каждые 10 лет и могут быть настолько крупными, что отдельные более крупные фрагменты могут пройти полностью через атмосферу и упасть на поверхность в виде метеоритов. При таком падении местные жители могут услышать оглушающий взрыв даже за несколько минут после входа объекта в атмосферу, похожий на громкий городской трафик по громкости. Однако, несмотря на звук, подобные события крайне редко приводят к серьезным человеческим жертвам или ущербу. Для атмосферы Земли подобные объекты не представляют большой угрозы. Ее защитная функция доказана многочисленными ударами небольших и средних по размеру астероидов. Теперь давайте рассмотрим гораздо более опасный сценарий. Удар астероида диаметром примерно 1 километр. Такой объект превосходит большинство гор и может привести к глобальным последствиям, угрожающим жизни на всей планете. Представьте гранитный монолит площадью около 1000 метров в диаметре. Именно такой размер для примера используется. Если бы такой астероид мчался к Земле, последствия были бы катастрофическими. Метеорит диаметром в 1 километр с высочайшей скоростью входит в атмосферу, несущий энергию, эквивалентную 750 тысячам мегатонн ТНТ. Это количество энергии в 1000 раз превышает мощность всех крупнейших современных ядерных бомб вместе взятых. На высоте примерно 50 километров астероид начнет разрушаться, распадаясь на многочисленные камни и обломки. Эти фрагменты ускорятся к поверхности и при соприкосновении вызовут мгновенное испарение и плавление огромного количества горных пород в районе удара. В итоге образуется кратер диаметром примерно 16 километров и глубиной 700 метров. Местные жители увидят огненный шар, в сотни раз превышающий яркость Солнца, который можно будет наблюдать даже днем. Земля под ногами будет дрожать, подобно землетрясению магнитудой 8 баллов по шкале Рихтера. Вокруг удара летят огромные гранитные глыбы, размером со здание высотой в несколько десятков этажей. Через полминуты после удара наступит воздушная ударная волна, движущаяся со скоростью более 3000 км в секунду, способная смести все на своем пути. Все эти разрушения происходят из-за астероида размером всего 1 километр, и этот масштаб угрозы поражает воображение. Стоит помнить, что астероид, который привел к вымиранию динозавров, был более чем в 10 раз больше, значит, сила его удара была значительно выше этой. Астероиды размером больше 1 километра часто называют убийцами планеты. Их потенциал разрушения настолько велик, что последствия могут охватить весь земной шар. Вероятность столкновения с таким объектом составляет примерно 1 случай на 50 тысяч каждые 100 лет. Достаточно редкое, но не нулевое событие. Если такой астероид упадет на Землю, возникнет гигантский кратер, площадь которого измеряется сотнями километров в диаметре. Регион вокруг места удара опустеет от уничтожения, которое может затронуть несколько стран. В дополнение к непосредственной зоне катастрофы, удар может спровоцировать климатические изменения на планете, включая пожарные волны, глобальное похолодание из-за выброса частиц в атмосферу, массовое вымирание животных и растений. Последствия могут напоминать судьбу динозавров, полное изменение биосферы, либо даже угрозу для самой жизни. Это мощнейшие вызовы для человечества. Особенное внимание астрономов притягивает астероид Апофис.
В 2004 году ученые предположили, что у него есть около 2,7% вероятности столкновения с Землей в 2029 году. Этот астероид был оценен как объект размером с футбольный стадион, огромный объект диаметром более 300 метров. Тогда общественность была предупреждена, что в случае удара мощность взрыва превзойдет количество энергии сотен ядерных бомб, вызвав массовый страх и панику. Сегодня, благодаря расширенному и более точному наблюдению, мы можем с уверенностью сказать, что в апреле 2029 года апофис пройдет около Земли на расстоянии примерно 30 тысяч километров, что довольно далеко и исключает столкновение. По крайней мере, не в ближайшие 100 лет вероятность такого удара не предвидится. Тем не менее, известно, что подобных апофису астероидов в космосе тысячи, а среди обнаруженных объектов есть и крупнее по размеру. Поэтому вопрос о безопасности Земли остается актуальным. Итак, что делать, если астероид действительно направляется к Земле? Какая стратегия наиболее эффективна? Ученые на сегодняшний день предлагают 3 основных подхода. 1. Изменение курса при помощи удара. В этом сценарии объект будет сбит с курса путем столкновения с искусственным космическим аппаратом, который буквально врежется в астероид, меняя его траекторию. 2. Гравитационное притяжение, гравитационный трактор. Идея в том, чтобы разместить космический аппарат рядом с астероидом и медленно, но верно использовать его гравитационное притяжение для изменения траектории. Этот метод требует времени, но отличается плавностью исполнения. 3. Ядерный взрыв. Разрыв ядерного устройства рядом с поверхностью астероида с целью разрушить его на мелкие части, обтекающие Землю. Это крайняя мера, которая несет риск образования множества осколков, способных повредить планету. Из этих 3-й метод кажется наиболее спорным из-за возможных последствий. Однако первые 2 требуют раннего обнаружения угрозы и своевременного вмешательства. Уже сейчас ученые не просто обсуждают, а проводят практические эксперименты по изменению курса астероидов. Миссия NASA DART Double Asteroid Redirection Test запустила космический аппарат, который 26 сентября 2022 года успешно столкнулся с малым спутником астероида – Диморфосом. В результате этого удара орбита спутника изменилась примерно на 33 минуты по времени обращения, что хоть и кажется немного, но в перспективе может сдвинуть астероид с траектории столкновения с Землей. Этот эксперимент стал убедительным доказательством, что технология изменения курса астероидов, возможно, будет применена на практике, если угрозу удастся обнаружить заранее. Из всех известных сегодня астероидов ни один не представляет опасности столкновения с Землей в течение ближайших 100 лет. Поэтому сейчас можно немного успокоиться. Тем не менее, наши способности обнаруживать и отслеживать космические объекты далеко не совершенны, и вполне вероятно, что где-то во Вселенной существует астероид, пока не замеченный нами, который может столкнуться с Землей в отдаленном будущем. Однако человечество уже демонстрировало свою удивительную выносливость. Ударами крупных астероидов размером около километра наша планета неоднократно подвергалась изменениям, и последние масштабные события датируются приблизительно 800 тысяч лет назад. В литературе упоминается, что это столкновение привело к рассеиванию обломков по 10% поверхности планеты, масштаб, который заставляет по-новому осмысливать угрозу космических объектов. Мы выжили тогда, и сегодня у нас есть новые технологии и знания, которые могут помочь нам сохранить жизнь на планете в будущем. Так что ничто не мешает нам сделать это снова.